Всем привет, с вами Дэн. Сегодня у нас особенные часы, посвященные особенному человеку. И знаете, я когда в детстве, я, конечно, рос, наверное, скорее на боевиках с Шварценеггером, Сталлоне, Ван Даммом. А Брюс Ли был для меня чем-то таким, немножко в прошлое, да. Но когда чуть подрос, я стал смотреть и его фильмы тоже, и, конечно, это нечто. Но я думаю, что у нас очень много поколений выросло на фильмах Брюса Ли, и я думаю, что его любят до сих пор. Поэтому сегодня, в общем, лимитка, посвященная Брюсу Ли, которую сделала Сейка, конечно же, Сейка. И я скажу, почему Сейка, и более того, почему именно Сейка 5 в этой линейке. Они, оказывается, имеют историческое значение для Брюса Ли. Короче, давайте открывать коробку. Мне в очередной раз помог Ален с доставкой и покупкой этих часов из США. Оставлю ссылку на него в описании к ролику. Ну, давайте открывать коробку. Это лимитка, естественно, в честь 55-летия Сейка 5 выпустила вот эту вот модель. Эту модель, вот такая большущая коробка, и референс у этой модели, давайте, кстати, может быть, сразу посмотрим. Здесь коробка сделана в Китае, как обычно для Сейка, так, а референс не указан. Но он будет указан на часах, чтобы я нигде не ошибился. Как вы знаете, я в референсах-то не сильно и силен. И что касается модели, то она называется, полное название, Сейка 5 Sports 55-летие Брюс Ли Limited Edition. Выход дракона. Мощно. Здесь Сейка гарантия и Сейка, пожалуйста, за инструкцией заходите на сайт. То есть инструкцию бумажную не кладут. Ну, в принципе, это дело и правильное. Я считаю, хватит переводить бумагу на всякую ерунду, которую большинство людей просто складирует в шкафу. Если вы знакомы с разнообразными лимитками, хотя у Сейка, наверное, все модели сейчас лимитки, но, тем не менее, иногда бывают лимитки лимиток, такие особенные, да, не просто циферблатик раскрасили, а посвятили чему-то, да. И я вам так скажу, вот для меня, наверное, впечатление произвела лимитка Брайана Мэя, про которую я снимал несколько лет назад ролик, это было вот проработано. Но сейчас лимитка Брюс Ли, мне кажется, прям проработана лучше всех, прям лучше всех. Такой прям кейс внушительный, большой, Брюс Ли, я так понимаю, это лого даже запатентованное, Сейка 5, в таких классических китайских цветах, черный, золотой. Круто, круто. Такой замочек здесь. И опа! И здесь, смотрите, постарались, тут даже вот как бы на этом бархате еще выбиты как-то, я не знаю, как это делается. В общем, такие драконы и подпись Брюса Ли, лимитка указана. Блин, прикольно, выглядит прям дорого-богато. Ну, блин, честно, супер. Реально постарались. Я вот всегда говорю, Сейка, сделайте лучше, и вот здесь, мне кажется, они сделали лучше. Ну и прежде чем эти часы достать из коробки, все-таки я расскажу про эту модель и, собственно, почему Сейка 5 и почему Брюс Ли. Знаменитый киноактер, режиссер, основоположник стиля Джит Кун До, популяризатор и мастер боевых искусств Брюс Ли. Ему посвящена эта лимитка SRPK39. И в этом году линейка Сейка 5 Sports отмечает свое 55-летие. А предтечей как раз этой спортивной пятерки были часы Сейка Sports Matic 5, которые были представлены в 1963 году. Это были первые автоматические часы Сейка с 5 характеристиками, которые впоследствии и стали ключевой особенностью Сейка 5 Sports, которые уже появились в 1968 году, и как раз от 1968 года мы и отсчитываем эти 55 лет. И вот эти 5 особенностей. Это автоматический механизм, указатель дня, недели, даты в позиции на 3 часа, заводная головка на 4 часа, прочный стальной корпус и достаточная для повседневного ношения водонепроницаемость. Спасибо здесь Константину, который вот эти исторические факты все привел. И
Первые свои часы позолоченные Universal Geneve Брюс Ли подарил своему ученику, а после приобрел принадлежащий как раз вот к линейке Seiko 6139. И этот хронограф 6139 Seiko приобрел себе Брюс Ли, который эти часы он носил до самой своей трагической смерти в 1973 году, когда ему было всего 32 года. И эти часы, этот хронограф, была редкая версия для Гонконга с обозначением дней недели китайскими иероглифами, помимо традиционного английского языка. Брюс Ли к этим часам подобрал раллийный браслет, большие отверстия, в котором, вероятно, напоминали цифру 8, которая у китайцев считается счастливой и символизирует богатство и процветание. Вот такая вот интересная история. И знаете, я вначале тоже, когда узнал про эту лимитку, я подумал, почему Seiko 5 нельзя было что-то сделать другое. А вот на самом деле здесь прямо исторически так это точно подобрано. Давайте достаем этих красавцев, значит, из коробочки. Ай, как приятно скрипят прям. Да, слушайте, ну, черный цвет и золотистые оттенки. Такие, знаете, опять же, если вы смотрели фильмы про кунг-фу, смотрели фильмы с Брюсом Ли, они очень похожи на классические одежды для занятий кунг-фу, ну или, по крайней мере, так, как их представляли в фильмах. И на циферблате здесь тоже есть гравировка дракона, такая же, как на вот этой вот внутренней части коробки. Здесь она также на циферблате, дракон выгравирован, который создан на основе рисунка самого Брюса Ли. Стрелки и индексы имеют золотистый контур и таким заполненный черным люминесцирующим составом LumiBrite от Seiko. Такой, знаете, стелс-вид у них. И получается, что золотистые акценты несколько такие погашены вот этим именно черным люминофором. Выглядит прям реально здорово. Ну, они же должны быть скрытные, да? По периметру у нас располагается классическое наклонное кольцо, тоже черного цвета, с минутной разметкой. А на отметке, значит, 3 часа классическая указатель дня недели и указатель даты. Давайте, кстати, посмотрим, какой здесь еще язык имеется. Так, давайте стрелочки сейчас переместим. Ага, ну здесь, по-моему, немецкий, да, я так понимаю. Не стали китайский делать. Зря, наверное, было бы прикольно, если бы был здесь китайские иероглифы. Так вот, значит, идем дальше. Корпус стальной, черного цвета. У него есть специальное покрытие от царапин, от Seiko. Ну, это правильно, потому что у нас корпус полностью черный, включая безель. Водозащита 100 метров. Стекло Hardlex, опять же, классическое для этой модели. Заводная головка не завинчивается на отметке 4 часа и классические боковые выступы. На черном безеле он здесь однонаправленный, опять же классический, хороший, приятный безель для линейки Seiko 5. Здесь иероглифы, ну точнее иероглифы, да, здесь указана как раз фраза, да, олицетворяющая дух Джит Кундо, которая звучит так: не используй никаких способов в качестве способов, не имей никаких границ в качестве границ. Это у нас на безеле. К сожалению, китайский не знаю, поэтому как здесь правильно на 12 отметку расположить, не скажу. Что касается самого безеля, то, казалось бы, здесь может быть керамика, но я думаю, что здесь тоже прокрашенная сталь с этим защитным покрытием от царапин. Все-таки больше на сталь похоже. Но опять же, линейка все-таки Seiko 5. Ну и эмблема данного единоборства, именуемого «Путь опережающего кулака», она изображена на задней крышке. Здесь у нас дымчатое стекло. И как раз здесь вот такая полупрозрачная задняя крышка, и здесь эмблема.
Механизм здесь 4R36, 24 камня, 21600 полуколебаний в час, запас хода 41 час. Здесь лимитка 15 тысяч экземпляров, поставляется в специальной подарочной коробке с подписью Брюса Ли и 2 ремешка. Кстати говоря, базовый у нас идет черный кожаный, задняя у него очень интересная часть, тоже с драконами белого цвета. А что касается второго ремешка, здесь тканевый ремешок НАТО идет, он как раз в стиле культового желтого спортивного костюма с черной полосой, который носил Брюс Ли в фильме «Игра смерти». Что касается цены, то ритейл у этой модели 520 евро. Ну, вы скажете, собственно, мол, 15 тысяч это может быть лимитка. Я скажу, да, это многовато, но с учетом всемирной славы Брюса Ли, только подумайте, сколько китайцев в мире живет, да и других поклонников Брюса Ли, я думаю, что как раз в этот раз 15 тысяч это не так и много. Давайте все-таки к земному и посмотрим по размерам. Здесь они классические, 40,5 диаметр, сам корпус будет чуточку побольше, по высоте 13,5. По ремешку 22, от ушка до ушка 45,8. 45,8. Ну, что касается цены 520 евро, то получается, что они почти в 2 раза дороже, чем обычная базовая модель Seiko 5. Мое запястье 18,5, ну и, собственно, вот такая вот посадочка здесь обеспечена. Матовые стелс-часы. Но когда падает свет, источник света на метки, то, конечно, они начинают немножечко так их обыгрывать. По весу давайте посмотрим. Здесь, конечно, ничего особенного по весу не будет, потому что, опять же, классическая модель, но, тем не менее, все-таки на кожаном ремешке 95. 95. Ну что ж, почти в 2 раза дороже, но я вам скажу так. Во-первых, комплект, да, во-вторых, лимитка. Она всегда у Seiko дороже, сильно дороже. А здесь, я думаю, что эта модель сделана, знаете, вот с любовью, со вкусом, с детализацией. Здесь есть приятные такие нюансы, которых не найдешь у базовых моделей Seiko, конечно же. И, по-моему, это как раз вот таки отличает эту модель от всех остальных, и она сделана реально здорово. Да, конечно, равнодушные пройдут мимо и скажут, что так дорого, а фанаты Seiko, фанаты Брюса Ли, конечно же, я думаю, остановятся и обратят внимание на эти часы. Ну, вот циферблат, да, циферблат реально здорово сделан, он необычный, он с гравировкой. Часы сделаны в Японии, кстати говоря, в отличие от обычных версий Seiko 5, черный люм, очень симпатично такого, ну, он темно-серый на самом деле получается. И здорово сделан, конечно, безель. Да, я сейчас вижу, что безель это либо стальная, либо алюминиевая вставка с гравировкой. Здесь иероглифы, как раз вот эта вот фраза. Сатинирование, зеркальная полировка. Ну, здесь отличий по корпусу каких-то нет, за исключением покрытия и за исключением безеля. Логотип Seiko накладной. Застежка, ну, стандартная, да. И ремешок. Конечно, ремешок сделан здорово. Задняя крышка тоже у нас прикольная. Ну и что скажу по итогам? Слушайте, мне понравилось. Мне понравилось. Конечно, рационального объяснения покупки таких часов и цене, конечно же, нет. С другой стороны, вот во мне сразу просыпается ребенок, любитель боевиков, старого, доброго, да, там, 70-х, 80-х. И, конечно, эти часы трогают, да, струны нужные и в общем, вызывает эмоции. И плюс к тому, сама по себе модель сделана со вкусом, сам по себе набор сделан здорово. Мне кажется, в данном случае лимитка прикольная и цена, я думаю, у нее обоснованная. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.